Мы находимся в учебно-оздоровительном центре УРозеро Петрозаводского государственного университета. Здесь у нас реализуется проект, международный проект по программе приграничного сотрудничества «Карелия». Это интересный проект, который нацелен на то, чтобы внедрить на практике современные технологии, новое оборудование, которое позволит нам сберечь природу, а заодно научит предпринимателей, как с помощью таких технологий и оборудования они могут сэкономить свои средства. База УРозеро 20 километров от Петрозаводска на берегу одноименного озера. На территории 12 построек, есть котельная, баня и пирс. Инженерным сетям и коммуникациям здесь уже более 15 лет. Они обслуживались и ремонтировались по мере поломки отдельных элементов, немного улучшались в разное время. Так копились проблемы, слабые места, ненадежные участки и беспорядочные подключения. Все это было трудно назвать эффективным комплексом. В конечном итоге состояние сетей и коммуникаций сделало их эксплуатацию неоправданно дорогой, а база стала нерентабельной. У нас были электрические батареи, электрические конвектора, а было очень холодно в домах. В этой части базы нам нужно было не просто установить новое коммунальное оборудование. Мы проанализировали все проблемы, устранили утечки, потери, распутали электросети, заменили трубопроводы и уложили в них подогревающий кабель. Утеплили дома, установили новый котел, заменили радиаторы и трубы, насосное оборудование. Раньше здесь стояли старые чугунные батареи такие, которые вы, наверное, с детства помните. Такие вот толстенные металлические трубы были протянуты по всему помещению. Новая система более эффективна, надежна и экологична. Снижены потери, нагрузка на насосное оборудование, снизился расход ресурсов, упали и расходы на обслуживание. Но это еще не все. В другой части базы в двухэтажных домах гостиничного типа заменили электрические конвекторы. Каждый из них, а их было по 10 в каждом доме, потреблял по 3 киловатта электроэнергии в час, что просто расточительно. Новая замкнутая жидкостная система отопления потребляет почти в 2 раза меньше. Мы сделали тепловизионные съемки, и оказалось, что не все так хорошо, как могло бы быть. Момент, который следует доработать, проложить дополнительный слой теплоизоляции под самым коньком. Как раз весна этого года запланирована на проведение таких мероприятий. Я думаю, что в итоге, уже теперь следующей зимой, наши тепловизионные съемки покажут, что объект максимально теплоизолирован. 2020 год экономия составила около 800 тысяч рублей. Это очень приличная сумма для нас. Легче в обслуживании это оборудование. Ну и самое главное, более комфортные условия стали для наших проживающих. Еще один объект нашего внимания находится в Сегеже. Гостиничный комплекс, который носит название города, должен соответствовать такому статусу. Однако там мы обнаружили проблемы с экологией, перерасходом ресурсов, устаревшие коммунальные технологии. Все вроде отзывались положительно, но решили рискнуть. Конечно же, экономия нужна. Все дорого в последнее время. Здание советской постройки. В годы СССР был государственным имуществом, и, конечно, когда его проектировали, об энергосбережении никто не думал. Отсюда сразу и возникают проблемы современных владельцев. Высокие теплопотери конструкций и низкая эффективность инженерных сетей и устаревшего вспомогательного оборудования. Мы находимся в тепловом узле гостиницы. Раньше здесь был индивидуальный тепловой пункт, который был демонтирован. Также была демонтирована система разводки по зданию, которая была громоздкая и неэффективная. После этого мы установили новый индивидуальный тепловой пункт. Суть в том, что теплоноситель нагревает холодную чистую воду, причем ровно столько, сколько требуется, а термостат регулирует расход на входе, и излишек тепла в здание не попадает. То есть мы платим только за то тепло, которое потребляем. Ну а попутно внедрили еще целый ряд решений, эффект от которых небольшой, но комплексно мы видим результат. Это выравнивающие насосы и балансирующие клапаны, которые выравнивают температуру батарей и давление в контурах. Вот здесь мы установили новый компактный рекуператор со всей разводкой по мини-пекарне. Помещение отапливает само себя.
и нам больше не нужно лишнего тепла, чтобы обогревать воздух на улице. Общий термостат учтет, что это помещение не нужно отапливать, и мы сэкономим. Уже видно, что немножко уже выгода есть. Должна быть где-то 30%. Это нас устраивает. Успешное выполнение работ по проекту показывает высокую эффективность зеленых технологий не только при постройке новых зданий и сооружений, но и при капитальном ремонте вторичного фонда. А поскольку затраты на его ремонт и так неизбежны, переплаты за высокотехнологичные установки нового типа вскоре компенсируются экономией. И чем более комплексно они внедряются, тем быстрее окупаются. Срок окупаемости различных установок отличается и составляет от 2 до 5 лет в зависимости от конкретных условий. В этом проекте 4,5 года.